Да. Вот этим. Ну, соляр. Вот с этой канистры туда хочешь, или там есть своя? Нет, с этой канистрой. Ну там почти я не чувствуете никого. Что-то первый блин и не комом. Почему? Ну, можно маленько поменьше пополнить. Топорик вот здесь. Застряли, блин. Ты вот самый первый вылезал и так и не вылез. Так, кто кобелек у нас? Кобелек. Иди кушай. Там с тушенкой, на бульоне. Ну что ж ты делаешь, а? Что ж ты делаешь, а? Так, что тут у нас завтрак сегодня какой? Блинчики. Вкусные? Или так? Божественные. Сбуха это Сказал что, другое слово. Ну, более подходящее. Обрезки он всякие понаходил, эти брусочки. Все повесил сюда. Панельку 170 ватт еще. Ну вот что-то эти вообще слабенькие какие-то. Не знаю. И вот это такие же, смотрю, они даже по цвету. А вот которые Сереги увез туда, на пасеку, те офигенные. Я даже провода, когда цеплял на клеммы, искры прям такие фигачили. Это что, это поле или монокристаллы? А вот те вот черного цвета, они, панельки. Прям, ну, хорошие. Даже пасмурно было и прям искрили. А эти что-то еле дают наши. Ну вот, 170 ватт добавил. Сейчас зацеплюсь к этим проводам вон каким-нибудь. Врежусь туда. И посмотрим, что будет. Ну, чуть-чуть получше должно быть. Каркас такой. Там вон надо еще прихватиться. Вон гнилушка такая. Так, подсоединил панельку вот эту нашу, ну, которую сейчас привез. От нашей, получается, отсоединил. Штекера такие же. Вот. Было до того, как подсоединил, получается, 2,5 ампера шло на аккумуляторы с этих 4. А вот эту сейчас подсоединил, получается, без вот этой. А сейчас 7 ампер почти идет. 6,8, 6,9 там скачет. Вот с этой одной. Сейчас хотел вот эти провода посмотреть, как сюда, ну, куда их здесь врезаться. Он по изоляции сразу лопнул кабель. Сейчас горелку возьму, отогрею. Они вон, ну, поняли, да, мороз, минус 23. Надо отогреть, чтобы гибкие были, а то все поизломаются. Ну, тут можно вскрыть, заизолировать, там ничего страшного. Короче, что-то с этими панелями, вот с этими по 100 ватт, видать, ну, им больше 10 лет, видать, уже все, ханаем. Потом мультиметр привезу, я там купил, сейчас забыл. Потеплее будет, чтобы можно было кабеля тут это дергать, пластичные, чтобы были. И мультиметром надо посмотреть каждую панель, сколько она выдает. Скорее всего, они, ну, КПД у них упало со временем. Вот. Ну куда это? Вот с утра просыпаемся, они там 0,5 ампера. Хотя каждая должна давать в пике там 5 ампер. А не 0. Их 4, они даже 1 ампера не дают. А вот эту зацепили сразу. Так, ну и солнце. Ну солнце, видите, да, вон через это, через ветки. Это информация для тех, кто вот иногда спрашивает, вот видите, тень идет. Кто спрашивает, ну и как эта тема, типа вот солнечные панели. У кого есть возможность, лучше купите генератор себе, вот, если вы приезжаете ненадолго, это будет гораздо лучше. Генератор купили 1 киловатт. Да, иногда он там глохнет, все такое, но
Вот эти деньги, которые стоят, эти панели, там, преобразователь, там, контроллер заряда, аккумуляторы. Блин, проще бензин с собой возить. Вот. А так, если долго кто-то вот живет, он там на пасеках, там везде, в тайге, там базы какие-нибудь, заимки. Ну да, еще ничего. Но надо все рассчитывать. Сколько потребителей, сколько они выдают. Потому что можно убить и угробить сразу аккумуляторы и все остальное. А, еще. И их надо выставлять четко прям. Ну, Иваныч говорит, ну, может, какое-нибудь колесо возьмем, чтобы можно было вращать их. Ну, полуось там, да, тык, там, поворачивать на солнце. Ну, это так. А вот эту всю фигню, это у нас временное, мы будем это переносить на ту избу. А здесь у нас ничего не будет. Это все уберем. И там сделаем щит такой, чтобы они все под одним углом были к солнцу. А это все уберем. Это у нас гостевой дом будет. Там кто приедет в гости, мы туда аккумулятор большой емкости занесем, и его на неделю там хватит. Будет всегда заряженный. А вот здесь где-нибудь мы будем искать местечко солнечное. И тут будут уже хорошие панельки. Может, на крышу как-нибудь выведем, посмотрим. Посмотрим, братцы. А почему мы остановились? Итак, у нас дебют, братцы. Первый раз в нашей тайге мы будем готовить гамбургеры. А если с сыром, то чизбургеры, да? Короче, котлета с хлебом по-нашему. Все приготовили, нарезали. Бекон, лучок красненький. Помидор, который помидором не пахнет. Ну и мясо. Соус для барбекю. Чуть-чуть майонеза добавили. Ругается там какой-то щеночек. Не нравится что-то ему. Опять. Так, а где булка-то? Не, вот. Мы, в общем, пока доходим от гриля до избы, у нас все замерзает. И сыр у нас не плавится. Все, что мне нужно от разных карт, есть в халве. Всего одна карта. Холодно на улице. Так, что дальше-то? Что дальше кладется? Бекончик, наверное, да? Представляем Бекончик. новое приложение Дзен. Точно не знаю. Собрано все, что тебе интересно. Последовательность. Посты, длинные видео и короткие ролики. Дзен составит Точно не персональную знаю. ленту по твоим интересам. Найди свой Бекон Дзен. тоже околел. В пятерочке всегда есть скидки. Батончик Пикник-Пик 44,90. Внимание! При отравлении, аллергии и похмелье пора пить пылесос.
Так, что дальше кладется? Что? И натуральное увлажнение вашей кожи. Помидорки, Попробуйте новое наверное, крем-мыло Дуру Арбуз. да? Оп, Дуру. Чистое наслаждение. опа. ХДГ. На следующей неделе в стриме. Физрук не держится на ногах. Опа-на. Ник не сдерживает себя. Что дальше? Огурики, наверное, вот так вот. По пару штучек, да? Как вы считаете? Ну да. Специалистов, как вы. Все, что остается школьному блогеру, это держать камеру включенной. А ничего другого. А, салат же еще там куда-то. Блин, он где-то в середине должен быть. Но у нас он будет завершающим. Завершающим слоем пойдет у нас. Так. Что? Лучок еще вот этот. Моя королева. Ну дверь закроешь, королева трон смоет и... Что как-то так? Пошли купаться? Это много, наверное. Ну а что травоядный? Что? Вверх надо мазать? Ну, помажем чуть-чуть. Мохнатые ноги? Это что за 21 век? Мне так удобней. Все вроде, что, больше ничего туда. Ау, Иваныч, ну-ка давай мужчина. шарахни ты первый. или во что, в 3 горы все так ходят? Садометов. Вот мы Ну съешь. Да не хочу я катись. Не взяли. А зачем? Тут же ее полно. Че уже готовый, что ли? Прикинь, как бы, рыба да. в лесу, Почему я вон грибы, тут сюда? ягоды. Ешь. Ты, Галя, Да ешьте что? Давай, блин, ты чебуреки не ел. что предлагаешь нам есть? Так живых сжимай его, существ? короче, прям Да еще и сырым? впивайся в него, прям как очень сильно голодный человек. На костре? А я продолжу. Где ты это взял? Дай тарелочку. Я тебя Все, раскусил. потекло. Ну, капает. Мастурбация. А не, вкусно, очень. Небритые ноги. Тарелочку тебе Огонь. дать. Знаешь, кого мне это напоминает? У нас только такие. Самого пурпурного хранителя семени Веня. Ты меня напугал. Школа интриги. Че, Шестой есть курс. что-нибудь интересное? Саспенс. Блин, лук повываливался. Гришка, на. Я думаю, ты обязан показать нам примат. А вам рано еще думать. Я за вас отвечаю. Лариса, спасибо за показания. Стылатые, А? Видели? толстые. Это не моя идея. Это лучше, чем когда худые. Свидание. Давайте так. Так, Не кстати, ничего салат. не виноват. Так, Никитос, У Рады тебе. был слюнообмен с приматом. Все, я снимаю тогда вас. Никого не предупредила. Мы едим. А вы кушайте с аппетитом. У него может быть часов. А как? Жень, куда не сказал. Ковид 137. Ты же как-то попал в город. Ну, для леса пойдет же. Внимание, внимание. Ну и все. Ну и все. Ну, Один ресторан такой не приготовит. ну, чебуреки вкуснее, да, наверное, лесные? Ты Все равно. приговариваешься. Да не, очень вкусно. Даже не для леса. Сочные, все вкусно. Как удачно совпало! Спасибо тебе. Не, мне понравилось очень. Не замкнули глаз. Иваныч тоже чай согрел. Тобой теперь 6. О, так приятно припекает. Алмазное обертывание. Вот сегодня минус 36 было. В ванне тепло. Вот водичка тепленькая. Ну еще тут с утра растопили печку. Каждый день топится. Кстати, вот эти вот мешочки вот эти.
Вот эти вот запаривали, которые фуфло полное вообще. Друзья, не покупайте, если будет вот эти запахи Сибири, там запарка для бани, дыхания, вот это все это фуфло. Какое-то жалкое подобие для ароматов там банных. Ерунда это все. Отдаленные какие-то запахи есть этого. Больше похоже на укроп сушеный и ромашка. Фигня вообще. Самое офигенное это вот лапник и вот та трава, которую мы собирали. Мята дикая, вот это, как вы вот говорите. Вон, видите, камни все поразвалились на печке. Расширяется металл. Камни в раз поднимутся, потом остывает, камни остаются на месте. Опять расширяется, опять поднимутся. И потом вот эти пластины выталкивают, постоянно перекладывать приходится. Дерсу говорит, что-то не работает, кулемка типа, сколько раз срабатывает и никого не ловит. Я думаю, поеду посмотрю. Ванька там елку пилит завалившуюся, что просто так без дров не ехать. Ну вот смотрите, почему кулемка у него ничего не ловит. Ну то, что привода нету-то, это понятно. Ее сняли. Она ничего ловить и не будет. Иди отсюда. Как она будет ловить? И вот все вот у него вот так. Но кто понял сразу, тот понял. А кто не понял, я объясню. Вот он давок. Он должен плотно прилегать вот на эту палку вот нижнюю. Как он будет прилегать, если он взбежек поставил вот сюда прям? То есть она срабатывает, и давок ложится на взбежек. То есть, это я не знаю. Тут вон все, вон соболем пообоссано. И следочки тут есть. Но ничего она ловить не будет. Он говорит, прихожу, а она постоянно вот так сработана, висит, типа. Неужели ты не видишь, что она должна работать-то не так? Я когда делал, я взбежек сюда вот. Примыкание такое было. То есть соболь спокойно залезает сюда, наступает на сторожок на этот и его придавливает. Я боюсь посмотреть, что на остальных капканах такая же картина, скорее всего. Говорю, любознательность, чтобы у него была, пытливость ума. Какой пытливость ума, ё-моё, что это? Мне кажется, любой человек поймет, принцип работы, но не Дерсу. Я знаю, там сейчас начнется, я уже читал, там вам Богу на него молиться, но так-то уж не надо. Короче, столько грузим, тяжеловато трогается. Но если поехал, то уже все, не остановишь. Ходом только везде. Вторая ходка такая на сегодня. Сейчас переломку, там еще мужики вроде как заводят. Снежик полегче завелся. Минус 36 ночью было. Когда выезжали, минус 23, потеплее стало. Сейчас натаскаем ему дров, чтоб не брал тогда снегоход. Все, братва, возили дров, сегодня весь день возили. На ростовку сюда завез. Сейчас, жрет он у нас, короче, что-то очень много. 20-ку искатали. Если есть у кого-то сайт, где заказать можно это 220 эти же клеры поменять. А то что-то, не знаю, говорят, их ставишь поменьше, хавает. Блин, рот замерз. Как-то дикция такая нарушенная. Получается, вот кучка сырых, сухие, полусухие. Так, еще вот здесь. И вот тоже. Ни одно живое дерево не пострадало. Это все ветровалы, валежники, все, короче, все, что валяется,
Ну, все сгорит. Так что запас есть. И еще много там напилено. Тоже лежит. Ну, уже сегодня все замерзли. Че подглядываете? А? Че вы подглядываете? Ночью слышу, что-то визжат. Минус 36. Думаю, пойду, может, что-то застрял тут где-то, что-то еще. Подхожу, они услышали шаги. Давай выскакивать. Я их закидываю, они опять выскакивают. Думают, кормить пришел. Рычат что-то. Боевые собачки у нас будут. Там многие нам говорят, типа, вот в тепло, не надо никого в тепло. С мамкой не замерзнут, сена побольше. А у нас как-то помет был один, мы их в тепло, доме, ну там у нас комната такая тепленькая была. И все, им хорошо было, росли в тепле. Шерсти у нас вот не было вот такой у тех собак зимней. И они вот, короче, от энтерита все сдохли. Потому что вот в тепле кушать лезут, покакали, там вовремя не убрали кокусики. Они их размазали по лапкам. Тут же в миску лезут и нигде-то не углядели, не доглядели. И все умерли собачки. Не надо. Ну да, щенок один замерз. Ну, слабые собаки бывают. Сильные выживают. Закон Дарвина слышали? Вот он у нас он тут очень ярко продемонстрирован. Там 2 щенка занято. 2 щеночка за символическую плату отдадим. Желательно с Дальнего Востока кто-то. Обращайтесь. Ну и там по доставке, если где-то далековато от нас, то сами там на трассу вывезем щенков, а там передадим уже, если договоритесь. Вот. Вот. Сделали ватное одеялко на вход собачкам. Нашли одеяло старое. Морозы сейчас самые. Ну вот есть собаки, которые отрывают. Вот Мишка отрывает. Он завтра, наверное, оторвет это все хозяйство. Рыжие там вон сделали. Она, по-моему, не может понять, как залезть туда. Но разберется. Сейчас поможем, подскажем. У тайги была занавеска. Ну, такая коротенькая. Амурчика. Амуру сказали, ты тут в крайне сидишь. Увидишь полосатого какого-нибудь мудака, тяни занавеску зубами на себя в будке и никому не открывай, понял? Как бы тебя оттуда не пытались заманить. Скажи, дома нету никого. Понравилось, когда приезжали эти защитники тигра, собирали охотников там. Ну, это давно было, наверное, лет 5 назад, может. Ну и местный житель спрашивает, а вот как вот я вот собаку свою, как уберегу от тигра? Ну вот будка, например, вот он, тигр залазит и все, и тащит собаку. А вы, говорит, будки сделайте такие, чтобы ход был туда, собаке загаситься. Типа вот она спряталась и норы такие, вот так вот. Короче, сами прячьте своих собак. То есть, если тигр пришел к вам в дом, перепрыгнул забор, где дети утром в школу ходят на автобус. Вот. Собака должна с ходами быть такими. Вот так вот. Да? Курва. Дану запустил. Дерсу говорит, что это Дана. Я ее Лиса постоянно зову. Но она и на то откликается. Собаки, наверное, отрывают, когда им не видно нифига. Вот они в будке лежат, смотрят. А вот Мишка оторвет, наверное. Мишань. Ай, ты мой красавец. Ай, ты мой мальчик. Чари не стали переделать. Щеночек вот боимся, что какой-нибудь замерзнет, ночью выскочит. А так они в эту дырку шмык, шмык и залезают. Подглядывает. Че встал, да? Иди куда шел. Ну и пошел.
Григорий Иванович тут растопочку на ночь. Ну что, Костяныч, Чё? что у нас там будет сегодня? Беляши. Чем ты нас будешь сегодня подчивать? Я сказал Косте, что в прошлый раз неправильно жарили беляши. Надо дырочкой сначала вниз в сковородку. И борщ у нас еще будет сегодня со свежей капустой. Ну как, свежая называется капуста? Да. Ну все. Все, дырочками к низу. Сейчас посмотрим, как по технологии, да, сейчас посмотрим, будет что-то меняться, нет. Так, друзья, спасибо всем, кто посоветовал. Сок у нас внутри теперь. Все, ни капли сока мимо. Опа! А что ты убираешь? Вкусно? Очень. Так, борщ готов. Чуть-чуть с этим, с уксусом накосячили. Надо было добавить в свеклу, когда пережаривали, чтобы цвет не потерял. А нам сказали, что вот этот уксус разведен водой, так что можете лить. Кто сказал? Я. Ладно. В общем, это, чуть-чуть переборщили. Ну, там сахару добавил. В общем, придется есть все равно. Водички еще добавить. Думали, чтобы покипел, он чуть-чуть выкипел. А тогда цвет совсем потеряется. Так, сегодня крайняя баня в этой поездке. Сейчас погреемся, помоемся и спать. Тут тепло, хорошо. Включаем свет. Так, там один лишний свет. Так, вот этот включим. Так, все помылись, погрелись, все открыли. Сейчас это все махом просохнет. Друзья, всем рекомендую делать вентиляцию под полами, чтобы печка брала воздух из-под полов в мойке и оттуда, и с улицы точнее. Она у нас с улицы в зиму мы выключаем, перекрываем подачу, и вот она отсюда берет. И все, сейчас через 1,5 часа зайду еще подкинуть печку. И здесь будет уже сухо. Так, занесли генератор. Утром надо будет это греть поджерика. У него котел стоит на 220. Хотели лампой, но потом передумали. Если есть котел, то погоняем чуть-чуть ей там минут 40. Так, ну все. Все мокрое развешали. Ну все нормально, в общем. Кто бани посещает подобного типа, все понимают, что и как делается. Все, друзья. И вот этот сейчас первый глоток свежего воздуха. Ух, красота. Вы даже не представляете, какой это просто чистейший воздух. Морозный. Насыщенный такой. Очень хороший воздух здесь. Вообще энергетика прям сумасшедшая у этого места. Подпитываешься прям силой. Дня 2-3, говорю, всегда вот приеду домой и начинаю искать повод, чтобы опять сюда сорваться.
Так, доброе утро, друзья. Тут у нас сборы. Сегодня домой. Костя баньку протопить еще решил. Сегодня у него стирка. Там грязных вещей у него личных накопилось много. Ну и говорим, если водичка теплая, что ее сливать? Вон, запусти машинку, постирайся. Да, это развешаешь там все, посушишь. Народа нету. Все лучше, чем потом таскать по новой. Так, тут у нас тоже, не слава богу, перехватило где-то там шугой тосол. Залит тосол, не антифриз. Пытались греть этой лампой. Ой, не лампой, а 220 котлом, не продавливает. Сейчас лампа это идет. Капот закрывай, блин. Тепло-то уходит. Все, водитель остается тут, чтобы было все под присмотром. Короче, 220 не вывезло. Да, наверное, надо антифриз заливать, Никит, не тосол. Я тоже уже. Морозы-то такие давят. Щеночка одного сейчас заберем. Сейчас выберу. Женька, наш земляк, попросил щенка. Да и мамку уже высосали они так изрядно. Надо будет щенков забирать потихонечку. Сколько они? 3 декабря, 2 родились. Она ощенилась. Так, ну вроде с нагрузкой начала работать. Пробку продавила. Иваныч тут все наладил. Никитосу учит молодежь потихоньку. Все, сейчас приедет, будет менять охлаждайку. Будет антифриз заливать. Ну вот сейчас у нас где-то дней 10 морозов крещенских. Вот сейчас под нагрузкой уже продавило. До этого он под нагрузкой, и тепловое реле, видать, срабатывало защиту. И на холостом работала, жестко молотила. Все, сейчас полчасика и отойдет все. Так, снегоход у нас все на приколе стоит. Кости вроде его брать незачем. Ну там иногда советуют ключи забирать там, ну не, пусть ключи будут все-таки. Ездить ему некуда сейчас. Дров наготовили. А, чуть не забыл. Нас там друг один попросил предложить понты зюбриные. У него было 3 литра. Вот литр он себе для лечебных целей таких оставил. А 2 литра вот на реализацию. Качество хорошее. Весенние. На самогоне настояны. Так что, если кому-то нужно, обращайтесь. За качество ручаемся сами. Человек такой надежный. Фуфло не толкает. Вот. Ну, цена, сразу говорю, там такая нормальная. Не как пантокрин там в аптеке, знаете. Это настоящий продукт. Друзья, ну все, мы собрались, едем обратно.
Ванька свои колеса тут достал. Короче, колеса мы будем продавать. Если кому-то надо, обращайтесь. Там в личку напишите или как бы. Нужны деньги. Да, потому что он будет сюда ставить другие колеса, ободрыши. Там уже он начал делать, уже почти сделал. Ну как, резину сделал почти. А эти уже не нужны. И на Джимика тоже. С Джимика, я так понял, мосты ты будешь туда другие, да, ставить? Ну, я сейчас двигатель другой на Джимика. Ну да, он двигатель, а получается... Колеса Да. нужны будут побольше. Колес. Надо. Короче, эти продавать будут. 2 раза он сюда съездил на них ровно. Да, я в конце лета их купил новые. И поснимаю вот эти, что вот год выпуска где-то. А где мы снимали год выпуска? Вот размер. В деревню приезжал, ставил другие колеса, ездил. Вот какой. Вроде это что-то 28, 21, понятно. Ну не новый. 2 раза он сюда добирался на них. На бреющем полете. Размер снял? Кому интересно. Так а ты скажи размер. 215 на 70 на 15 ДЛТ. Ну это грязевая чисто. Пятидырая, да, на ступицу. Что Да, там, Джимика? УАЗик, Нива, А, УАЗик. Соболь, Газель, Джимик. Одинаково. Все, ладно. Ладно, давай. Так, ну все, давай. Что Это, мне, в ту уводить? сторону не ходи, где эта полосатая гадость лазит. Я кладу сюда водить. Ну ты недалеко уведи, до них-то далеко еще. Ну, Биба. собаку ведет. Костя, давай наверное, раз в 3 дня пиши сообщение, там, как дела, хорошо? Все. Никитос в отпуске, говорит, еще приедем сейчас. Сейчас морозы отпустят через недельку. Опять китайцы у нас тут что-то заехали. Мы сюда ехали, встретили их на бульдозере. Думали, они не в эту сторону, может там лэп будут чистить или нефтянку. Сейчас вот где-то километров, наверное, 20 оставалось. И вот у него так отвратительно почистили дорогу. Отвал не опускают до конца почему-то, мы ничего понять не можем. Как не для себя, как будто их кто-то озадачил, или снос может быть, или что. Но как бы ехать тяжело по этим следам получается. Тут дорога хорошая была. Мы шли с опережением графика. И сюда не доехали до одного места, развернулись, ни на Деляну никуда не заезжали, просто вот дорогу грибанули, и то так ее грибанули. Они когда здесь лес водили, они так не гребли дорогу. Они гребли прям до земли. Так что если вы их, ребята, озадачили, херово они дорогу тут почистили. Пусть еще раз, да, чистят. Ехать плохо. Очень. А вот смотрите. А вот около деревни они более-менее это грибанули. Видать, здесь могут проверять, приехать, как почистили. А там в лесу уже никто не поедет. А там в лесу плохо почистили. Вот мы наябедничаем на них. Отвратительно. Отвратительно, да, Иваныч говорит. Сэкономили соляры. Солярку они тут сэкономили здорово. А тут хорошо грибанули. Так, друзья, ну все, мы выскочили. Вот уже автобан наш, асфальт. В общем, поездка такая. Ездили, хотели одну проблему решать. Только, кстати, как решать, мы ее не знали. Как бороться
с этими, с волками, ну, мы, конечно, имеем представление, но мы могли и своих собак как-то это и покалечить, и угробить. Кто охотники знают, да. Ну, мы взяли троса с собой, трубочки там, да. То есть одевается трос, делается петля и одевается, ну, трубки, потому что троса волки перекусывают. Можно было еще лекарства взять, может, знаете, эти лекарства там туберкулез лечат, их тоже раскидать. Ну, тоже собаки могут покушать это все. Но ехали решать вот эту проблему, оказалась проблема гораздо-гораздо хуже. Опять эти полосатые кошки. Ну, не знаю, надеемся, не подойдут они к пасеке, хотя для них там не сильно большое расстояние добраться. И вот эта ситуация, что тигр питается мерзлым мясом в мешках, это вообще, если кто-то такое встречал, у кого-то там, мужики, на участках такое было, что, ну, тигры в лабазы залезали, то, ну, напишите. Я просто такого ни разу не встречал, ни так никто не рассказывал, ни в литературе. Вот. Это единственный Mitsubishi, который меня приятно удивил. То есть доехал без каких-либо происшествий. Никита молодец, как начинающий водитель. Ну, имеется в виду начинающий по бездорожью, по тайге. Это совершенно другая история, когда человек ездит по нормальной дороге, и когда он выезжает на такую дорогу, там, ну, немножко надо приспособиться, то есть понимать. Ну, нормально, все, пацан справился, молодой справился. Вот здесь только мы начали, там, 3 часа ехали, вообще быстро. Вот только китайцы нам немножко это подпортили впечатление от поездки. А так все хорошо. Ладно, Дерсу будет на связи, будет писать сообщения. Ну и мы там найдем какой-нибудь повод, съездим к нему. Не знаю, правда, зачем. Ну так, отдохнуть. Я еще раз говорю, вот это место, оно притягивает к себе, и там просто отдыхаешь морально, душевно как-то. Вот. Так, ну ладно, братцы, берегите себя, близких. Всего доброго.